Итак, раз, два, три, проверка связи. Добрый день, друзья, кто на канале. Так, все, стрим пошел. Друзья, мы на Петроградской стороне. Укутаюсь, одену перчатки. У нас сегодня немножко начало холодать. Как говорится, не пора ли нам поддать? Станция метро Петроградская, большой проспект, Каменноостровский проспект, площадь Льва Толстого. Все это здесь. Перейдем дорогу через подземный переход. Здесь уникальность в том, что как раз вот здесь вот сверху вход-выход из метро. И также это все можно сделать здесь в подземном переходе. Видите, тоже люди выходят. Можно прямо из перехода это дело сделать. Но, на удивление, подземный переход не теплый, в отличие от того же Невского проспекта, там, где выход на Михайловскую улицу, там теплый переход. Так, вижу, у нас и есть зрители ВКонтакте, значит, там трансляция тоже, я так понимаю, пошла. Одна из достопримечательностей Петроградской стороны — это дом с башнями, так называемый, именно с башнями, да? Дом с башней — это 5 углов, а дом с башнями — это вот площадь Льва Толстого на Петроградке. Значится, будем гулять по Петроградской стороне, будем наматывать круги. Зайдем на Аптекарский остров. Хочу проверить конец Карповки, как там набережную сделали. Там какое-то новое пространство. Сейчас мы идем к дому Бенуа на Каменноостровском. Там тоже одна из таких неформальных достопримечательностей Петроградки. Это за домом Бенуа были гаражи советские. Они были все в граффити разрисованы, и вроде как их начали сносить. Да, всем привет! Вы на канале Откройте Питер. Прогулки по Санкт-Петербургу. Меня зовут Роман. Мы сегодня в прямом эфире гуляем по Петроградской стороне, по Петровской стороне. Именно отсюда, по замыслу Петра, начинался Петербург. А именно Петропавловская крепость на острове Заячий. Привет, Александр, привет, Светлана, Татьяна, Жизнь без прикрас, Мирус. Приятно видеть знакомые имена. Сейчас мы идем по Каменноостровскому проспекту в сторону станции метро Горьковская. Там у нас впереди Петропавловская крепость, но это так, чтобы было представление. Направо у нас уходит, откуда машины едут, большая Пушкарская улица. Она, опять же, сквозь весь Петроградский остров идет.
параллельно Большому проспекту, параллельно Малому. Игорь не понял, что за шикарный РАЦ, что за РАЦ. Петроградская сторона преимущественно застройки 19 века, конец. Очень много домов в стиле модерн. Конечно же, будут присутствовать и дома более поздней и более ранней застройки. Так, читаю, Ирина Гирман. Добрый день, очень рады слышать и гулять с вами, любимый город. Здесь у нас такой скверик музыкальный. Видите, как стилизованы. Обычно у нас львы, да, на набережных. А здесь вот музыкальный инструмент вместо головы. Табличка о чем-то нас тут предупреждающая, и скрипка сфинкс. Символ. Не понимаю. Символ охраны музыкального наследия. Написано на этой уже разрушающейся табличке. Еще из артефактов здесь, в этом сквере, на балконе, видите, орол уже в мху или в мхе. Ага, Александр вспоминает, что в молодости ходили пить пывка на Большой Пушкарской, в Пушкаря. Слушайте, не удивлюсь, если он еще существует, ну или хотя бы это название используется. Вот, а нам этот дом уже впереди. Дом Бенуа. Чтобы вы сейчас представляли, мы обойдем и зайдем во дворы со стороны Каменноостровского. Вот это все один большой дом. С флигелями, с внутренними, с фасадными, с красивым двором, курданьером. Отличительная особенность петроградской стороны — это свои котельни. Здесь горячую воду готовят на месте и по району распределяют. То есть не котельня у каждого дома своя, а районные такие котельни. Так, возможно, у нас даже получится, если я вот туда пойду, там во двор зайти. Но я вас проведу сейчас через эти сквозные дворы-арки. Сделаем круг там по дворовой части, а потом зайдем, если я найду проход в двор Курданьер, и через него выйдем уже обратно на Каменноостровский. Друзья, не забываем лайки, подписочки. Кто вновь присоединился к нам, подписывайтесь. Гуляем регулярно в разных районах, и исторический Петербург, и неисторический. Вот, сейчас зайдем в эту арку с таким плафоном, фонарем. Так, я пока проверю, картинку-то у нас как выдает трансляция.
Наверняка здесь, вот в этом эркере, как будто эркере, это был... Не было, есть черная лестница. Ну и вот начинаются уже внутренние флигели. В них квартиры были гораздо дешевле. Но, как правило, в этих домах квартиры не продавались, а изначально строились под наем, под сдачу. Оп. Кстати, тоже дом интересный, со своим двором-курдоньером. Давайте даже зайдем сейчас туда. Вообще нам надо сейчас будет повернуть налево, в эти дворы пойти. Но мы дойдем до этого дома, смотрим его двор и вернемся обратно. Тихие дворики, абсолютно немноголюдные, абсолютно не туристические. Интересная башенка, конечно. Ну и вот здесь была, по-моему, чуть ли не пожарная часть, возможно, в этом доме, в той башне дозорная была. А возможно, здесь просто это были каретники, впоследствии гаражи. Вот написано, что гараж 54, гараж 55. То есть это что? Это столько гаражей было? Но они еще туда, нумерация продолжается. Скорее всего, вообще весь первый этаж был в гаражах. О, кот Валерий. Спасибо. Весь был в гаражах. Кто узнает товарища в очках? Маленькая подсказка, вот тут его подпись. Именем этого человека названа одна из улиц на севере города. Давайте, маленькая викторина, кто узнал? Вот этот прелестный дворик. Вот двор Курдоньер. Дабы сделать квартиры, продать, сдать подороже, делался такой внутренний двор. Не застраивалась фасадная часть. Вот. И получалось, что у вас все квартиры, получается, на фасаде. С видом на улицу, а не во двор. Так, что, никто и не узнал? Кто там на том граффити изображен? Кстати, дом 1913-14 годов. Красивые барельефы. Видимо, здесь тоже был фонарь. Висел, уже отсутствует как класс. Но зато здесь в арке еще присутствуют. Давайте еще раз покажу. Неужели никто не узнает? Неужели? Давайте, симфония номер 7. Блокадный Ленинград. Неужели? Шостакович, Антон. Правильно. Шостакович. Все ж просто. Ой, какие забавные еще. Привет из Мурманска, Александр, спасибо. Балкончики поверху идут там на мансардных этажах. Узенькие, деревянные. Так, ладно, возвращаемся. Вот, у этого дома Бенуа каждый двор еще пронумерован. Сейчас идем
Привет из Эстонии, да. Ульяна тоже правильно ответила. Каждый двор пронумерован. Сейчас идем в двор номер 6. Да, все вот по первому этажу, все гаражи. О, Антонина даже говорит, что Шостакович несколько лет жил в этом доме. Да. Я каждый, раз в год по Петроградке, вот по этому местности гуляю. Примерно в это же время. Хочу, скажем так, запечатлевать в динамике изменения дворов. И здесь, в доме Бенуа, как раз эти изменения имеются. В лучшую или в худшую сторону тут уже решать каждому. Я лишь показываю, как оно есть. Вот эти дворы с гаражами. И гаражи, как видите, пустые места. Гаражи, конечно же, уже сносятся. Граффити пока частично на местах. Некоторые флигели — это не заброшка, это реставрация. Кто-то умудряется целыми флигелями выкупать здание, реставрировать, а потом это все дело или перепродавать, или какой-нибудь в найм сдавать. Продолжать традицию доходных домов, скажем так. Все тут, конечно, не пропало, очень странно, да? Но половина гаражей снесена. Причем есть вот кирпичные, как вот эти, например, да, а здесь какие-то железно или какие-нибудь деревянные, обитые железом, скорее всего. Сюда любят приходить фотографироваться. Такая, я говорю еще раз, неформальная достопримечательность Петроградки. Это еще, напомню, раз дом Бенуа на Каменноостровском проспекте. Ставрополь на связи. Володька, привет. Вот этот слева флигель, его тоже реставрируют. Вот уже фасад сделан, окна вставлены. То есть он был абсолютно в таком же виде, как предыдущий. В квартиру Кирова. А Киров в доме Бенуа жил? Для Кирова отдельно же дом на Карповке был построен. Для товарища Кирова. У нас в Тульской области с утра дождь. По погоде, давайте коротко. По погоде у нас в Петербурге собирается опять прийти зима. Смотрите, как низко сейчас иду. Вот был отпилен асфальт и углублен. Просто здесь сколько слоев асфальта в этой арке. Неимоверное количество. То есть освобожден фундамент, кирпич, который был насколько был поднят культурный слой за счет асфальта многослойного. В принципе, вот мы можем через эту арку вернуться. А давайте зайду, я не помню. Музей квартиры. Зайду снова в эту арку, такую полукругом. Опять же, полукруг отсекал шум с улицы. Этот загиб в арке.
Здесь где-то есть проход в двор Курданьер. Насквозь можно где-то выскочить через какой-то из флигелей. Вот сейчас двор номер 1. Да, снаружи, конечно, неказисто здесь во дворах. Лицевая парадная часть гораздо красивше. Лестница номер 13. Так, двор номер 3. Там номер 4. И еще раз повторю, вот это все, мы сейчас с вами идем, это все один двор. Все один двор. Пойдемте еще туда зайдем. Двор номер 2. То есть просто, правда, тот самый лабиринт из дворов проходных. Вот он. Двор номер 2. И вот этот проход. Сейчас мы нырнем в него. Так. Широкий угол. И покажу вам небо Петербурга. Всем привет из Балашихи. Привет. Ой, аж голова закружилась. Ну что, ныряем. Так, Александро говорит всем привет. Привет и вам. Не знаю, тут вот это в квартиры входы или куда, непонятно. Разойтись не могли. Ну и тоже двор Курданьер, только уже с выходом на Каменноостровский проспект. Там дальше у нас уходит улица Рентгена. Медицинские институты и университеты. Сделаю круг почета. Вот как мы были с вами, да, во дворе, какое состояние стен, обшарпанность и фасадная часть. Ну, буквально небо и земля, можно сказать. Ну и дорогие машины. Конечно, дорогие тут вопросик, да, но все равно подчеркивают статус жильцов этого дома. Чтобы вы примерно понимали, вот высота этого окна по первому этажу, ну, 2 метра. Вот это вот 2 метра окно. Отель здесь на первом этаже, вот в этом, по крайней мере, флигеле отель с этой стороны. Так, здесь перейду, Каменноостровский. Сейчас мы двинемся к Аптекарскому острову, но не по улице Рентгена. Так, Полина, добрый день, Роман и всем. Очень люблю этот двор с колоннами. Да, вы про дом Бенуа. Можно взять в аренду, пожалуйста. Записывайте номерок, мне комиссию. Машут. И не стесняются. Спасибо. Например, детский сад. Представляете, вот дом. Дом советского периода, сталинский ампир. Детский сад номер 2, пожалуйста. Наверняка там во дворе есть
я так называемую зона для выгула, для гуляний. Ну а мы с вами вот сейчас ходили во дворе этого дома прекрасного. Дом Бенуа. Большущий, громаднейший. По тем временам. Хорошей прогулки. Спасибо, Полина. Спасибо. Так, обратно мы к Петроградке не пойдем. Площадь Льва Толстого обойдем по правой стороне. Птички поют. Да, у нас сегодня 0. Завтра обещают легкий минус и снег. Снова снег в Петербурге. Низами Гянджеви, выдающийся азербайджанский поэт и мыслитель. Так, надо свериться с картами. Есть тут вариантик не туда забрести. Сквер Низами, да, с той стороны Каменноостровска у нас был сад Андрея Петрова. Так, лицедеи, кто знает театр лицедеев Полунина, он как раз вот в этом здании у нас они находятся. Так, а я, как пойду я? Хочу как-то дворами походить. Если у нас получится. Сейчас вот этим двором пойдем. И если у нас получится, выйдем на Петропавловскую улицу сразу через дворы. Должно, возможно, будет и интересно. Полина, спасибо за донат. Так. Если мы повернем сейчас здесь в эту арку направо, там будет тупик. Нам это не интересно. Кстати, здесь тоже вот это сталинский ампир дом, а слева дореволюционный домик. Хрустит соль под ногами. Не знаю, видно ли вам вот эти вот крапинки белые. Это все соль петербургская. Здесь во дворе театр, имени которого имеется. Тут, я не знаю, если это обзову местными сумасшедшими, ну, обидятся они или нет, не знаю. Но вот тут что-то, театр лицедеи тоже наклеено. Но это театр, имени которого. Что-то, какое-то прямо... Не могу подобрать эпитетов. Привет, Златоуста. Привет, привет. Так, да, Александра говорит, что хорошо подметили по состоянию. Ну, блин. Знаете, многие дома же сейчас у нас реставрируются, и в том числе дворовые части тоже. Дом со всех сторон чистенький, опрятненький, но обратная сторона всей этой медали, то, что у тебя квартира может быть убитая, коммуналка. Тоже сеть дворов, арок.
Так, здесь нам надо найти нужную арку. Возможно, даже вон туда сейчас надо идти будет. Или да, нам вот в ту арку зайти. Потому что если мы пойдем налево, мы обратно окажемся на Каменноостровском. Нам сюда надо. Лабиринты Петроградки. Вот у нас телефон показывает +1 градус. 1 февраля. Стена Брентмауэр, так называемый. Или Firewall, если по-английски. Брентмауэр это по-немецки. Ну и вот выходим на улицу Льва Толстого, и прямо по ходу у нас Петропавловская улица. По ней мы чуть-чуть пройдем до реки Карповки. Так, хочу сразу анонсировать. Так, ну, пойдемте по правой стороне. Пойдем мы сейчас на Аптекарский остров и зайдем на Ленполиграф Маш. На Ленполиграф. Там, по-моему, конечно, от Ленполиграфа это уже ничего не осталось. Практически. Территория вся распилена. Но интересные объекты там присутствуют. Справа вот у нас уже начинаются все эти медицинские истории. Вот, пожалуйста, имени Павлова, именно того, что собачку дрессировал, лампочку зажигал, звоночек звонил. Здесь эта улица у нас идет параллельно хвосту Большого проспекта Петроградской стороны. Обе упираются в речку Карповку, что и мы благополучно сейчас сделаем. Опять же, сегодня я с вами прогуляюсь абсолютно не по парадной части Петроградки. А парадной что это у нас? Каменноостровский проспект, это Большой проспект Петроградской стороны, Малый проспект, Большая Пушкарская, Кронверский проспект. Это вот все такое что-то широкое, что-то известное, всеми хоженое. Я это все оставлю в стороне. Мы будем ходить где-то рядом, но не там. Вот этот дом сейчас слева, он настолько большой, что выходит сразу на 3 улицы, получается. На эту, по которой мы идем, на набережную реки Карповки и на Большой проспект. Он такой громадный, буквой П. Здесь внутри двор у них свой. Ну и примечательные этими замечательными на углах башенками, куполами. Признаюсь, даже когда-то мне несколько лет назад удавалось там наверху побывать и на крышу выйти. Спасибо ремонтникам. Здесь у нас уже недалеко ботанический сад имени Петра Первого. А прямо здесь вот за углом, вот там видите елочки у нас вдалеке. Ну не вдалеке, на той стороне реки. Мы уже на набережной Карповки, вот видите.
речушка такая. Ну и там впереди ботанический сад. Ну, а здесь у нас ангелок. Один из ангелков. Река Карповка разделяет в Петроградском районе два острова. Так получается, что вот с левой стороны у нас... Так, спрашиваете, только у вас зависает видео. Не знаю, у меня вот слишком все хорошо. Ну, короче, слева у нас Петроградская сторона, с правой, правый берег, это у нас Аптекарский остров. Сейчас как раз мы пойдем на него, по нему пройдемся. Ну и зайдем на Ленполиграф. Видите, мы тут сделали такой круг буквально. Вот там по Большому проспекту этот дом с башенками на площади Льва Толстого. Это я проходил, вам показывал, чтобы ориентировались, где мы. Да, непарадная Петроградка прекрасна. Любимый район Александра. Но мы сейчас будем, Александр, ходить по таким прям задворкам Петроградки, идти буквально до Чкаловской. А хочу пройти там, где был ЛДМ раньше, Ленинградский дом молодежи. Как вы знаете, его сносили. Надо будет там пройти мимо, посмотреть обстановку. Там на месте ЛДМа собирались жилой дом, комплекс строить. Ну и там уже опять у нас Чкаловская. Бизнес-центр Карповка. Да. Сейчас здесь в этом здании у нас прямо по курсу располагается концертный зал А2, так называемый. Но мы сейчас ныряем сюда, в арку во двор. Идем. Не знаю, что тут молодежь трется, что хотит, что ждет. Непонятно. Но, в общем, тут все уже, вся территория, видите, Ленполиграф Маш. Технопарк. Территория у нас огорожена Карповкой. Слева профессора Попова, проспект Медиков. Ну и там с Аптекарского проспекта тоже вход. Мы сейчас с вами, у нас получается, оказались в эту арку, зашли. И вот в арке сейчас стоим. Обойдем кругом и где-нибудь там или на профессора Попова, скорее всего, выйдем. Не знаю, как получится. Сюда можно сходить ради того, чтобы, не знаю, покушать. Здесь много красивых кафешек, ресторанчиков есть. Покажите готический первый корпус Лети. Лети, это вы Лети, корпус. Первый корпус Лети. Господи.
Так, ну хорошо, лети. Дойду. Дойду. Окей. Сначала не понял, где это, потом как понял. Так, Игорь. Добрый день, чат. Всем огромный приветик из Днепра. Привет, привет. Самым активным в чате. Кто недавно подключился, мы на Петроградской стороне, Петроградский район. Сейчас уже на Аптекарском острове. Территория Ленполиграфа. Бывшего Ленполиграфа. Здесь Ленполиграф МАШ. То есть здесь не просто Ленполиграф, а здесь еще производство, видимо, было станков. Вот, например, плоскопечатная машина РП, создана в 1950-60-е года. Станки производили. Печатные. Так, и здесь что-то уже посовременней. Офсетная листовая печатная машина. Уже 80-е и 90-е года. Например, Футура — это ресторанчик. Там вдалеке амфитеатр есть. И где-то здесь, если заходить, там на самом верху тоже есть кафешка с прекрасными видами на всю территорию. Так, что у нас? Музей петербургского авангарда. Так, метро Петроградская, набережная реки Карповки. Ботанический сад, выход туда. Музей петербургского авангарда опять было. Интересно, ботанический сад. Но нам как раз туда на профессора Попова выходить где-то надо. Ну, давайте здесь пройдусь. Так как здесь куча арендаторов, здесь можно... вон там, видите, наверху люди сидят. Там кафешка. Двухуровневая. Прикольный, прикольный. Я немного работал в полиграфии, разнорабочим немного. Да. А это как будто даже парковка здесь у них. Ну это вот выход к ботаническому саду. Нам пока не надо. Кстати, вот эта вот фигура раньше стояла в Севкабеле и звучала. Лети Битрадио. Я не знаю, сейчас она функционирует или нет, но что-то на авангардном. Не знаю, что за амфитеатр здесь у них. Вообще не представляю. Ленполиграф МАШ. Конгресс. Ну здесь всякие мероприятия можно проводить, арендовать, видимо, площади. А так вот я везде вижу цифру 1890. Видимо, это дата, когда в целом производство печатных машин было здесь организовано. Общество юных архитекторов с 5 до 17 лет. Занятия по архитектуре, дизайну и урбанистике. Хорошо. Вот хорошо, здесь везде есть указатели. Везде
карта, где мы находимся, организации, которые здесь в технопарке находятся. Кому интересно вот технологии IT и робототехника, фарм и биотехнологии, производство, сервисы, ну и жральни, кофейни, мода, дизайн, хобби, мастерские, коворкинги. Я тоже, знаете, к полиграфии имел, хотя и опосредованное отношение, но я был источником того, что печатают. Ну и принимал участие в верстке журналов, ну и парочку раз был на производстве, когда привозили в верстку исходники. Со стороны видел эту всю историю. А еще больше был на бумажном производстве, я вам скажу. Там, знаете ли, бобины еще побольше. Листы в бобинах. Так, идем к Лети. Печатных или пишущих? Печатных, Михаил, печатных. Пишущих, ну вот эти печатающие машинки-то вряд ли. Здесь производство-то такое более масштабное, тиражи, чтобы выпускать сразу. Ох, тоже красота. Вот, смотрите, Михаил, наладчик печатного оборудования. Вот так вот. Видите, как тесен мир. Такой интересный. Тут у них подъезд, видимо, для карет под крышей был, чтобы, не дай бог, не намочиться. А сейчас, что у нас здесь находится? Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет. Хорошо. Вот здесь у нас по правую руку, вот за этим желтым зданием, ботанический сад. Там впереди вход, кассы. И что-то я вижу, там людей много стоит перед входом. Мне интересно, что это за такой ажиотаж сегодня вдруг случился. Вот видите, там стоят, двери открываются, закрываются, это кассы и вход туда внутрь. Вот. Но нам сегодня нужно вот заглянуть здесь. Как говорите, готичное здание Лети. Часы даже правильно ходят. Без 10 2. Сейчас мы идем по Аптекарскому проспекту. Да, конечно, фасад напоминает что-то готичное, особенно вот этими башенками, шпилями. Вся эта история. Да, Игорь, а когда у тебя под боком крупнейший в Европе целлюлозно-бумажный комбинат, и ты бываешь там по очень разным поводам. У нас на бумажном комбинате даже был свое производство кислорода, я даже там бывал. Смотрел, как кислород добывают и в баллоны закачивают. Так, что пишем, только я учился на одно оборудование, потом пошло оборудование другое, ЧПУ.
В Ботаническом саду сегодня оранжерея в режиме прогулок. Это дешевле, чем обычно. Ну, там что-то уже чуть ли не сакура цветет в оранжереях у нас. Так. Сейчас надо определиться, как нам идти дальше. Могу ли я где-то тут закруглиться, пройти, получится ли, или нет. Надо включить заднюю передачу и... Да. Не получится там стрелковый тир досаафовский. Идем обратно. Так, тут у нас какие-то памятные таблички. Вижу фамилию Ленина. Вот, по крайней мере, здесь на серой. Ленин у нас что-то опять тезисы выдавал наверняка. Граффити ОГО. Интересно, не знаю. И я ушел тогда. Что такое Сыктывкарская? Нет. Если вы... Что такое Сыктывкарская? Михаил. Грамм на метр. Это вы, наверное, про плотность бумаги, что-нибудь такое, да? Валерия говорит, спасибо за прогулку по Петроградке. Это любимейшие места в Питере. Пожалуйста, задерживайтесь подробнее на самых красивых домах. Ну вот этот дом, ну, как по мне, в целом-то красивенький. Вот, только, знаете, я не знаю, как называются элементы всяческие в декоре. Я тут как-то наткнулся на канал. Человек, вот у него одно видео, это про один дом. Он описывает внешний фасад, какие элементы, из чего. Всякие, знаете, русты, фрусты, щипцы, там, не знаю, вот куча названий. Интересно. Вот он историю дома рассказывает, кто его построил, какая его была дальнейшая судьба и дома, и человека. Показывает внешний вид. В квартиру, конечно, не заходит, но, по крайней мере, парадной лестнице, если есть доступ, то показывает. Интересный. Вот надо будет мне поподробнее этот канал посмотреть, по опыта понабираться, хотя бы в названиях, а потом на умных щах вам вещать. Ну, Игорь, вы мне-то не говорите, метро не я делал. Вот. Метро разное, ветки разные, в разное время строились. Если мы говорим про, во-первых, самую первую линию красную, Кирово-Выборгскую,
Там, конечно, да. Как в Москве в центре. Сейчас все пойдем так прямо. Вот, а в целом я как-то снимал видео. У меня есть целое видео на канале, где я еду по Красной Ветке от станции метро Ветеранов до Девяткина. Выхожу на каждой станции и там по чуть-чуть, понемногу рассказываю про каждую станцию. Такой небольшой исторический. И то это вышло там на час с лишним. Без переездов даже. У меня был план вообще со стримом пройти. Игорь, вы что-то повторяетесь. Я все прочитал. Идем по улице профессора Попова. Знаете, даже у меня сейчас какая-то мысль, а не пойти ли нам снова по дворам проходным. Так, Виталий, хорошей прогулки, говорит, в Парадную зайдем. Не знаю, у меня наметки нет никакой, но если вдруг я какой-нибудь увижу открытую Парадную, и у меня будет подозрение, что там красиво, то, в принципе, можем заглянуть. А так, нет, не планирую, хотя бы по той причине, что стрим может оборваться. Потому что в Парадных, как правило, плохо ловит связь. И это чреватенько. Так, вот мы можем сейчас здесь во двор ворваться здесь и насквозь выйти обратно к Карповке. Наверное, что мы с вами и сделаем. А может быть и не надо. Игорь, отвечаю вам, перейти на канал и поиск, наверное, в поиске набрать Красная Ветка, там, или просто метро, он там выдаст что-нибудь. Так, сейчас я посмотрю на карту, как бы нам тут попетлять поудачней. Сейчас пару секунд. Так, ну это мы выйдем, ага. Потом по набережной Карповки, ага. А потом нам, конечно, на профессора Попова бы обратно выйти бы. По Каменноостровскому можем. Да, давайте я через дворы пройду. Так, перебегу, черт, что нам ждать. Напомню, за мной не повторять. Это все трюки, выполняемые каскадерами. Все постановочное. Мария, спасибо большое за интересные прогулки. Мария, спасибо вам. Опять же, сейчас идем вот к этому дому. С тыла, как обычно, мы подходим, подкрадываемся сзади. И тоже дом не маленький. Ну, конечно, не тот, как Бенуа, раза в 3-4 меньше, но тоже двор Курданьер имеется. Небольшой, но имеется.
Уже в советское время тут пристраивалась какая-то гаражная история. Очень жалко, что закладывают окна. Ой, видите, вот это торчит, выступает. Там в годы блокады Великой Отечественной войны МПВО стояло. Ну и просто дозорная. О, тут дворик закупоренный, не пройти. И странно. Ну, видимо, там реставрацию делают, видите, окна открыты, там зачищают от старой штукатурки, от старой засыпки. Может быть, балки будут даже менять, не знаю. Вот. Интересно. Так, надо вспомнить нам, в какой, влево или вправо идти. Я уж что-то не помню. Как будто бы, ну ладно, если что, вернемся. Вот, да, видите, тоже второй этаж, все это одна большущая квартира. Видимо, там перегородки старые деревянные убирают, и вот все вывозят. И у кого-то будет шикарная громадная квартира, там 100 с лишним квадратов. Опять же, сравните, как было во дворе и как на фасадной части, какие входные группы с колоннами. Там виноград свисает. Видите, тут сверху диковинные рыбки тут в лепнине. Даже у кого-то отдельный вход как будто бы был. Видите, здесь лесенка вот там поднимается наверх, и отдельный вход в квартире был. Сейчас как раз мы выходим обратно на Каменноостровский проспект. Немного по нему пройдем. Здесь кирпичное это здание. Когда-то была до революции мебельная фабрика. Сейчас так, проход запрещен. Проход запрещен, надо на набережную выйти. Ага. Тут все заминировано на газоне собачниками. И тоже, знаете, такое ощущение, что граница города была Карповка. То есть здесь все жилая территория, а на Аптекарском острове уже были какие-то производства, но в том числе вот здесь мебельная фабрика. Причем здесь все было вместе, и рабочие жили, было отдельное здание для них, и сам фабрикант. Ну вот видите, там кирпич и дальше сверху бетонная, то есть это историческая часть, а сверху надстраивают. Жилой квартал здесь будет.
Сейчас у нас 0 плюс 1 по температуре. По реке Карповке есть отдельная прогулка. Прошлым летом я записал, так что можете еще на канале поискать видеопрогулку по реке Карповке. Инна интересуется, убирают ли в Питере собачники за своими четвероногими лохматыми животными. Ну, я вам так скажу. Кто-то убирает, а кто-то нет. Знаете, если у вас собака карманного размера, ну, за такими собаками убирают. А если у вас какой-нибудь, не дай бог, доберман или овчарка, то эти мины никто не убирает. Снег растаял. У нас тут были плюсы непозволительные, дожди, весь снег, все смыло. Но завтра уже обещают -2 и снег. Завтра снова навалит. Завтра снова будет зима. Так, очередной представитель северного модерна. Конец 19-го, начало 20 века. Скорее всего, даже 20 век. Года 1910. Глазурированный кабанчик. С 3-го этажа наверх идет. Но угловой эркер. Прекраснейшая башенка наверху. Возвращаюсь на улицу профессора Попова. Так, надо уже не провтыкать момент и вовремя подключить пауэрбанк к телефону. Так, что вы пишете? Так, на Невском камера показывает тоже +1. В Москве тоже обещают похолодание и снег. Родные края, жили на Кировском 43. Черный ход на Карповку. О, прикольно. Вот здесь, смотрите, какая-то скульптурная мастерская. В этом здании творческой мастерской Академии скульпторы Александра и Михаиловича Опекушина создан первый в России памятник великому поэту Пушкину, открытый в Москве в 1880 году. Сейчас там реставрация делается, выносят мусор строительный. Кировская 43. Ну-ка, сейчас чекну. Так, что-то я не понял, Ирина. Валерия, ладно, ну как смогу. Опять же, вот у нас домище. Там наверху виднеются мансардный этаж, балкончики у людей.
Каменноостровский проспект 43. Сейчас я посмотрю, где 43-й дом. Ну мы прошли. Это у вас напротив почти дома Мира Бухарского был. Да, и там выход на набережную Карповки сразу. Кстати, причем двор-то внутренний не закрытый. Хотя, может быть, там заборчик, а может быть и нет. Но мы уже прошли. Так, Анатолий спрашивает, какой у меня район любимый. Не смогу ответить, Анатолий Анатольевич. Не смогу. Так, смотрите, кто тут в арку такой ших. Мы, может быть, тоже шихнем? Нет, не нравится. Ну, не могу я ответить, какой красивый там любимый. Нет такого. Как вот, если ты что-то выделяешь, значит, что-то у тебя автоматически принижается. Это ж если у тебя где-то прибыло, значит, где-то автоматически убыло. А я не могу так. Тоже у нас, смотрите, какой. Хоть и серый, но прикольного, красивого вида, с какими-то овальными окошками на втором этаже. Домик прекраснейший. Вот кому-то так повезло, что у него такой балкончик с террасой. Да, причем зеркальный абсолютно дом. Правда, вот арка во двор зеркальность портит, но не сильно. Бывало, знаете, когда доходные дома строили, ну, не самые богатые люди, они больше денег тратили на внешний вид дома, а квартиры уже делались более-менее попроще. Так и здесь получается у нас балконы и входная группа, видите, здесь зеленым плиткой зеленой оформлены, глазурированной такой майоликой. Конечно, это не в чистом виде кабанчик тот самый, но что-то решили с претензией на дорого. Но в целом по высоте этажей, по размеру окон, хоть дом и был наверняка доходный, но не шибко дорогой. Видимо, сделали на сдачу. Ну, в смысле, не для сдавания в наем, а сдачу ту самую, которая остается. Так, сейчас я опять сверюсь с картами наступления. Прикину, как нам пойти лучше. Я все-таки хочу выйти на набережную реки Карповки. Наверное, так дальше и пойдем по профессора Попова. Так, всем добрый день. Какое-то все обшарпанное. Сергей. Знакомьтесь, показываю настоящий Петербург. Не парадный сегодня у нас Петербург, и в частности не парадная Петроградка. Так, здесь пока стоим, смотрим на монастырь. У нас монастырь впереди. Зайти туда даже не просите. Значит, там что у нас? Иоанновский монастырь. Находятся мощи Иоанна Кронштадтского в нем. Прямо по кадру часовня. Покровская церковь, часовня. По крайней мере, так на карте написано.
Так, наверное, мы дойдем до улицы Даля. До улицы Даля так дойдем. Чувство юмора, сарказм. Так. Не обшарпанный, а исторический. Да, прекрасная Петроградка. В юности часто останавливалась у подруги как раз на профессора Попова. Привет, Игорь. Так, Гена тут подошел. Сергей, до ЛД мы как раз и идем. Проверим ЛДМ. Но я думаю, да, его снесли уже наверняка совсем и полностью. Но мы пройдем мимо, посмотрим. Наверняка уже там стройка вовсю идет, и уже новый ЖК строится. Есть у меня такое наитие. Сделаем такой кружок немножко вокруг Чкаловской. Пройдем вот там, посмотрим на ЛДМ. И после этого окунемся обратно в историческую часть Петроградского района. Будут у нас исторические здания, доходные дома, узкие улочки. Все как мы любим. Вот, к сожалению, не знаю, что здесь сейчас слева снесли. Сейчас надо посмотреть, что там такое на профессора Попова 38 было. Александровский приют для арестантских детей. Архитектор Бенуа. Вон оно что. Ну, тут много чего было. Бизнес-центр. Так, а по правую руку у нас что получается? Это дом Петростат. СПбГУ Лати. Тоже Лати здесь. Учебное заведение профессора Попова 37Б.А. Ну-ка.
Александро-Мариинское училище слепых, электротехнический институт. Вот это здание кирпичное. Широкий угол лучше. Так, жду с нетерпением мая. Уже забронировал жилье в Питере. Обожаю Петроградку. Настоящий Питер. Спасибо, Роман, за чудесную прогулку. Александро-Мариинское училище слепых когда-то находилось здесь. Интересно. Ну а здесь за серым забором уже сносят очередные производства. И будет очередное жилье. Такая прям промзонка здесь начинается, на удивление, да? Все под снос. Так. Белла в ноябре тоже прогулялась по Петроградке. Угу. Паруса на крыше. Да, наверное, вы от парусов ждали на крыше, которые нечто большего, чем увидели, когда туда пришли. Ветер холодный, кстати. Руки мерзнут на ветру. Одел опять перчатку. И вот тоже продолжение, как будто вот дом один в один, как вот тот, что мы только что прошли. И здесь абсолютно в этом же стиле выполненный. Далеко, конечно, не прогулочные места, но сейчас вот нам опять же дойти до конца речки Карповки и посмотреть на ее набережную. Очень хочется там для жителей тех домов, которые впереди, там новостроечки, организовали набережную красивую. Домики, наверное, 30-х, может быть, начало 40-х домов советской эпохи. Конструктивизм какой-нибудь. Ну что, где ЛДМ? Напомню, когда-то здесь был Ленинградский дом молодежи. Символ эпохи. Что такое паруса на крыше? Паруса — это название ресторана. Находится на крыше. Ну, не на самой крыше, а на последнем этаже. И вот, насколько мне помнится, в парусах даже нет выхода на саму крышу. У вас просто панорамные окна. И вы сидите через панорамные окна, смотрите на Петербург. Вот здесь когда-то был ЛДМ, Ленинградский дом молодежи.
Все, нету. И ЛДМа нет, и нового дома пока нет. Все еще сносят. Видимо, может быть, фундаменты до сих пор рушат или еще что-нибудь. Так, здесь перейду. Да. Здесь выйдем на набережную. Да. Конечно, была такая громадина здесь. Ну, не страшная, нормальная, но кто-то решил, что так будет лучше. Так, покажу Лахта-центр. Видите, вот там вот где-то в облака втыкается игла. Вот верхние этажи Лахта-центра под облаками. Ладно. А может быть, уже и новый фундамент делают, не знаю. Так, здесь я в тупик-то хоть не упрусь. Сейчас я опять же сверюсь с картой. Не хотелось бы. Да, улица Даля, все правильно. Ну, в принципе, по Даля мы должны на Песочную набережную выйти. Благополучно. Да, замечательный ботанический сад был. Такой зимний сад, не ботанический сад, я что-то зимним садом его всегда считал. Такой пышненько, зелененько там было. Театр ЛДМа переехал куда-то вот там в новые районы. Им там помещение дали. Друзья, сейчас возвращаемся уже в историческую часть Петроградского района. Район уже станции метро Чкаловская. Там походим, ну, дойдем до Чкаловской, плюс-минус как-нибудь. И еще по дворам походим. Есть у меня задумка зайти проинспектировать один дворик. Скажем так, был у нас, ну и есть наверняка, художник такой уличный, сам себе, сам решил, сам придумал, сам стал художником. Ну, короче, двор украшал Нильсон или как-то Никсон, как не помню, как его там зовут. Вот, украшал дворик. Вообще всем, чем попало. Вплоть до даже этих машин, каркасов машин. Вот мы вышли опять к реке Карповке. Здесь часть набережной не облагороженная, как вы видите, не в камне, нежели мы там шли у Аптекарского моста и, ну, в общем, Большого проспекта. А впереди набережная вот у тех новых домов уже для жителей облагорожена. Вот мы сейчас туда направляемся, а после уже пойдем к станции метро Чкаловская. Там где-нибудь какая-нибудь большая зеленина, еще что-нибудь. Кстати, прогулка по улице Чкаловской, по проспекту Чкаловскому, точнее, на канале тоже есть. От самого начала до конца, с небольшими историческими комментариями, вставками. Так что, кому интересно, посмотрите. Потом после стрима я подсказки добавлю к видео, ссылки на те видосы,
если не забуду. И кто будет смотреть в записи, эти ссылки увидят в описании к видео. Да, двор Нельсона, да. Вот я хочу в двор Нельсона на улице Ленина зайти. Так, что я вам могу сейчас еще сказать? Вот, надо будет как-то перебежать на эту улочку. Так, друзья, знаете еще что? У меня к вам легкая просьба. Так, Роман, я после стрима буду смотреть твою прогулку по питерскому метро. Ну, окей. Так, друзья, есть тут небольшое дельце. Мне придется вас сейчас оставить на пару минут одних. Так, далеко не убегайте, я сейчас приду. Так, я пришел. Надо бы тут проверить кое-что. Не спрашивайте, что. Так, сейчас машины проедут и... Раз. Движение здесь достаточно слабое. Так, закрываем глаза. От страха. Барочный мост. Тут, конечно, тоже, знаете, такое название. Формирование комфортной городской среды. Говорят нам тут. Конструкции металлические. Слева что за домик? Где? Какой слева? Ну, не знаю, о чем мы. Тут все уже новостройки. Друзья, я тоже человек. Ой, тоже вот сейчас, ну, можно сказать, что прям завидую. У людей своя терраса. Видите? И это даже квартиры не под крышей, да? Хотя на крыше там тоже, видите, перильные ограждения имеются. Но даже на уровне 4-го этажа у людей своя терраса есть. Ну это... Ой. Это прикольно. Там у нас впереди Крестовский остров. Тот самый, который у всех на слуху и носит титул самого дорогого жилья на нем. Мост Бетанкура.
стал виден. Игорь, я не переживаю. Если бы я переживал, я бы не говорил. Наверное. Прикольный старенький Мэрин. Если бы еще купешечка была. Песня. Так. Какие-то рыбы-осетры. В виде тут у них декораций на набережной. Может осетр, может семга, не знаю. Может белуга какая. Крокодилы такие. Древние рыбы. Хрящевые или как там. Беспозвоночные. У них не кость, а хрящ. Вместо скелета. Барочный от слова барка. Ну, возможно, да. На барках здесь. Но опять же, у нас река Карповка. Песочная набережная. Ну и вот таким образом тут организовано, пространство. Даже, смотрите, крутятся лавки, и вы можете по направлению солнца восседать и возлегать по желанию. Почти выход к воде присутствует. Все камнями закидано на льду. Но это маленькие дети любят все кидать в воду. Им без разницы, лед это там, вода, главное кинуть. Ну а может быть просто кто-то охотился на чаек или уток. Вот эта часть набережной, правда, недавно, буквально вот год-два. Видите, дерево-то уже посерело, скорее всего, может быть, год всей этой истории. Вот, я немножко по вандализму, вот, видите, легко толкаются и крутятся. Вот. Реально крокодил. Что это за осетр такой? Это, видимо, может быть намек на черную икру, потому что здесь же тоже такие дома непростые, тоже с террасами, тут такие многоярусные. То есть ваши соседи сверху будут видеть, что вы делаете снизу. Но жалко, что только вот этот участок. Там часть Карповки, как раз вот практически от Чкаловского проспекта до сюда, практически, да не практически, она вообще не отделана никак. Там лес по берегам непроходимый. Ну и гамаки. Про гамаки не сказал. Сегодня погода нелетная. Не гамаковая. Никого нет. Ну и плюс вот эти палки, это освещение такое стильно-модно-молодежное, светодиодное. Да. Отсюда как раз уже вот был виден ЛДМ когда-то. Ну все, ЛДМа нет. Хотя вот что мешало, да, ЛДМ перестроить, имеется в виду внутри. Что-то помешало. Там большущий концертный зал был. Зимний сад, конечно. Игорь, не льстите себе.
Выдержит, выдержит. Все нормально. Тут, скажем так, наверное, ну не защита от дурака, но какой-то запас прочности все-таки имеется. Сквер метеорологов. Ну да, тут я что-то про метеорологов-то не сказал. Вот метеорологическое оборудование тут у них стоит. Вот это вот это за заборчиком. Меряют погоду. Но насколько данные верны в этой области, я не знаю. Так, посмотрим, как нам пойти дальше. Там впереди, кстати, тоже интересная набережная. Так, давайте до Пионерской улицы дойдем. По набережной Адмирала Лазарева пройдем немножко. Так, я помню этот светофор, на котором надо все бегом делать. Так, за донат спасибо. Так, называй меня на ты. Я не такой уж прям старый пень. Игорь. Тагир говорит, что сейчас по всей России набережные благоустраивают. Надежда, привет, ЕКБ. Так, Игорь передает привет. Ладно, ладно. Игорь, я на автомате, возможно. Всякие эти вы, ты, вот это все истории. Вот сейчас зеленый загорится одновременно тут и вот дальше. И мне надо будет сейчас бегом это все дело преодолеть. Иначе я не успею. Иначе опять целую минуту мы будем стоять. Так что сейчас побежим. Все. Видите, у нас там всего лишь 15 секунд. Уже 13. Надо бежать. Я бегу. Я не знаю, для кого, для каких скороходов улица Большая Зеленина, кстати, переходим. Если вот прямо по ней нам пойти, мы на Чкаловскую сразу выйдем. Но я сразу туда не хочу. Я сейчас не хочу здесь по набережной Лазарева пройти. Адмирала. Там впереди вот стекляшка. Там интересное сделано такое пространство вокруг здания. Ну и мост Бетанкура. Ну и как вам вот сочетание прямо в греческом зале и хопочки. И новоделы. Игорь, если ты чувствуешь себя старым пнем, когда к тебе на «вы» обращаются, ну, во-первых, это очень редко делают, ты не привык.
А раз очень редко делают, то, ну, блин. Есть, знаете ли, такой профессиональный момент, когда на работе все важные, и вы в одном коллективе друг другу выкаете. Это есть такое в школах, когда училки друг к другу по имени-отчеству обращаются. Ну и вообще в целом, как бы в большой компании, где кругом одни начальники, все вот на вы. И ты волей-неволей это как-то переносишь на обычную жизнь. Так что тут пойми, что бэкграунд у всех разный, соответственно, вот это вы-ты. Дальше вот про вы-ты такой момент. Кто-то уже в преклонном возрасте считает, что только потому, что он в каком-то преклонном возрасте, к нему должны обращаться на «вы». Абсолютно этого не понимаю. Если человек дебил, дегенерат и прочие эпитеты, то почему я к нему должен обращаться на «вы», сколько бы ему не было лет? Такой вот у меня вопросик. Но люди так считают, что раз он там старше меня, да хотя бы лет на 10, я к нему должен на «вы». Так, ЛДМ помню. Где сейчас идем, вообще не понимаю. Идем. Там у нас Крестовский остров, набережная Адмирала Лазарева, мост Бетанкура. Мы на Петроградской стороне. Мы пересекли на светофоре там Большую Зеленина улицу. А здесь вот в этой части все новостройки. Я вот на эту лесенку хотел как раз зайти. Игорь, опять же, ну вот я говорю, у всех разный бэкграунд. Но раз ты просишь, вообще не вопрос. Я тебя так затыкаю, это, ну, надоест. Я ж с виду воспитанный. У меня же многие, когда у нас холивар начинается в чатах, когда меня пытаются жизни учить, я там уже не сдерживаюсь. Прикольно. Конечно, тут, видимо, какие-то деревья на зиму запакованы. А, это, наверное, там ротодендроны. Да, здесь за подсеткой ротодендроны. Это которые вечно зеленые. Они даже в мороз зеленые стоят. Но их вот так защищают. Ну и пространство. Сейчас за ленточку перейду. Я хочу посмотреть, что там такое строят. Я думаю, там на меня никто не нападет. Надеюсь. Мышь только посмотреть. Да? Ничего страшного. Хопа. Тут в целом-то, конечно, можно и спуститься. Ну тут просто работы делают. Ну, в общем, расчищают фундаменты. Что-то опять строится, делается. Знаете, если человек, ну, во-первых, старше меня, и во-вторых, у меня к нему имеется уважение, и если даже он меня просил называть его на «ты», мне тяжело это сделать, перестроиться. Ну, не могу. Вот если я не уважаю человека, вообще легко. Как говорится, уважение надо заслужить. И возраст в современном мире
абсолютно ничего не говорит. Если ты дожил до преклонных седин, то это абсолютно не твоя заслуга. У нас выживают в современном обществе даже дебилы. Поэтому сорян. Тут сорян. Ладно, давайте все, возвращаемся в историческую часть. Да, работаю в офисе, но бываю на заводах. Даже на крупных заводах с разными производствами. И сталелитейными, и где обработка уже заготовок. Ну, знаете, заготовка, ну, там, не знаю, по размерам типа атомного реактора, например. Такая вот заготовочка громадненькая. Бывал, видел, как все это делают. Так, все, насытились современной застройкой. Возвращаемся в историческую, нашу петербургскую. Вот обратная сторона такой погоды, отрицательная сторона. Вроде как бы снега нет, хорошо. Вот этой вот слякоти нет, гачи, луж. А с другой стороны, когда это вот так все происходит, любое более-менее сильное дуновение ветерка превращается в эту пылевую бурю. Оно летит в нос, в глаза, везде. Некомфортненько. Так, итак, уступили место старшим в транспорте, независимо от степени уважения или справки, из дурдома. Ну, не знаю, большинство не большинство, знаете, каждый ведет же в разной ситуации себя по-разному. Может быть, человек 100 раз гениальным в какой-то области, но в бытовом плане, да, он может быть там дебилом, ну, если его могут назвать дебилом, ну, например, там, он не знает, как наточить нож, например, да, или как поменять розетку, ну, кто-то его назовет дебилом, хотя, с другой стороны, ну, а что такого? Кто-то скажет, что такого, ну, вот, это из вопроса о судьи кто? То есть, каким мерилом вы мерите дебилизм? «16 лет, да, слушайте, вот эти вот районы новые, ну как новые, бывшие промзоны, они сейчас очень сильно, очень активно застраиваются. Вот это, я сейчас же все иду по, скажем, такой промзоне Петроградки. Таким полукольцом мы шли по Карповке. Здесь все под снос. Да не только здесь, но и прошлая прогулка, да, ведь мы шли от Черной речки до Лесной, там тоже все застраивается. Вот этот бывший завод Ленинец этих абразивных материалов, чего только стоит. Так, у нас какая-то должна впереди улочка быть, которая нас должна вернуть на Большую Зеленина. Вот какие-то дома, ну, например, как этот,
Я почему-то думаю, что не выживет. Он хотя сейчас под сеткой, вряд ли его будут реставрировать, восстанавливать. Скорее всего, его снесут. И еще лет через 10 вы вот эту местность абсолютно не узнаете. О, какое у нас интересное здание впереди. Опять же, советский конструктивизм. Наверное, 20-е годы. Как мне помнится. Сейчас даже скажу, что за здание. Не скопировалось, что ли? А не скопировалось. Фабрика «Красное Знамя». Да, до 1925-26 года. Это дата постройки. Фабрика чулочно-носочных изделий Кернснера. Чулочно-трикотажная фабрика «Красный текстильщик». Трикотажная фабрика «Красное Знамя». Здание фабрики знаменито благодаря силовой подстанции, построенной по проекту немецкого архитектора Эрика Мендельсона. Как раз эта полукруглая выступающая часть — это часть электроподстанции. До революции фабрика размещалась на улице Красного Курсанта в здании, выполненном в фабричном кирпичном стиле. Называлась она фабрика чулочно-носочных изделий Керстнера. Ага. После революции был построен новый комплекс зданий фабрики, на который мы сейчас смотрим. По улице Красного Курсанта на участке под номером 27 помещается трикотажно-чулочная фабрика «Красное Знамя», крупнейшая в Союзе, выросшая уже после революции на месте чулочно-трикотажной фабрики Керстен. «Красное Знамя» продолжает развивать свое производство. На фабрике занято свыше 6,5 тысяч рабочих, второе больше, чем в 1917 году. Это заметка с 1933 года. В полукруглых объемах были размещены водоприемный колодец, отстойник, резервуар чистой воды, американские фильтры, первичные насосы, водонапорный бак. В следующем корпусе позади размещалось 7 блоков котельной. И еще много-много-много про это здание есть что написано. Хлебозаводы, конечно, но, слушайте, хлебозаводы, конечно, остались, не один. Но в одном из зданий хлебозавода на Лиговском проспекте сейчас лофт проект «Этажи». Я туда хочу как-нибудь сходить, заснять. Со стримом туда нам бессмысленно идти, потому что там внутри связь плохая. — 1925 год. 100 лет зданию. Цена вопроса, друзья, цена вопроса. Видите, вот пустырь. Тут даже деревьями зарастает. Будет новый дом. Тут вот тоже забор вправо уходит. Там будет новый. Или новый дом. Ну вот такой же. Вот как слева, справа то, что мы идем. Это, к сожалению, а может быть и к счастью, но правило рынка. О, кстати, дом-то прикольный. Я думаю, он выполнен в поддержку здания 1925 года. Вот эти вот круглые окна. Тоже такой стиль конструктивизма 20-х годов. Но с новым современным наполнением.
А через дорогу дом, конечно, уже в стиле таком неоклассицизма. Еще до, 19 века плюс-минус что-то. Ну, такое очень сильно проще. Очень сильно проще. И какая-то поддержка северного модерна, да, когда у тебя первые два этажа в грубом камне выполняются, а дальше уже что-то светлое делается. Но эркера вроде бы да, эркера вроде бы модерн, но нет. Балконы нет. Асимметрии нет. Опачки, стопочки. Вот опять же, смотрите, что-то рушат, что-то сносят. Да, Игорь, не пари чушь, уж пожалуйста. С Московской области хлеб привозят. Нет, хлеб привозят. Хлебозаводы Каравай у нас свои. Хлебозавод Каравай. Их несколько в городе. Это только Караваев несколько. Помимо Караваев еще другие заводы есть. Так, у нас уже без малого 2 часа мы гуляем. До дворика Нельсона я в любом случае дойду. В любом. Сейчас сначала дойдем до Чкаловской. Там я где-нибудь возьму кофеечку, с вашего позволения. Если кто-то желает, даже можете меня угостить через донат кофеем. Какой-нибудь, может быть, кофе с булкой возьму. Если вам, конечно же, не жалко, не больно, не совестливо. И вот эта религия, что называется, позволяет. Какое сочетание, да? Вот кирпичное советское 60-х годов здание в притирку с дореволюционным в стиле эклектики какого-нибудь 19 века, середина даже, может быть, 19 века. Дальше кирпичное в производственном стиле здание с надстроенным этажом. Дальше еще мансардный, там 2 этажа сделано на крыше. А возможно, это здание фабричное тоже было. Здесь даже есть, это 2 отдельных здания, получается, у нас. Окна разнятся. И вот не знаю, сейчас я проскочил один дом интересный или нет. Сейчас уже подходим к Большой Зеленино. Здесь с прикольненькой, красивенькой мозаикой дом должен быть. Так, Небеса. Нет, не оно. Дом Лихтенбергского. Ну ладно, выйду, увижу. Привет всех из Баку. Мария, привет. Тоже наш постоянный зритель. Радостно, когда вы возвращаетесь. Правда, мы здесь уже, Мария, 2 часа гуляем.
Интересное тоже решение, да, архитектурное. Здесь угловой дом утюгом, углом решили не делать, а такой полукругом оформить. Вроде бы как бы получается, что потеряли немного в площади, в общем объеме, но зато перекресток никаким образом не пострадал. Так, маленькая наводочка для тех, кто... давайте перейду. Для тех, кто любит ходить по всяким ресторанам. Вот сюда идите весной, когда будут цвести яблони. Да, дом, по-моему, у нас самый интересный там, сзади остался, но мы туда уже не пойдем. Когда яблони будут цвести, приходите вот сюда. Это прям вот в 5 минутах от станции метро Чкаловская. Вот. Там наверху на террасе можно сидеть, и у них где-то здесь цветут яблони. А чуть ли не яблони у них в катках. И вы, сидя среди яблонь в катках, цветущих яблонь, попиваете вкусный кофеек. Так что имейте в виду. Сейчас номер дома посмотрю. Не вижу ни одной таблички пока что. Красивый бренд Мауэр. Но это все к товарищу Чкалову отношение имеет. Наш летчик. Родом из Нижнего Новгорода. Чкаловская лестница. Да. Блин, я не вижу номера дома. До сих пор. Большая Зеленина 16. Вот противоположный дом. С той стороны дороги. Да, Большая Зеленина 21. Вот. Ориентир Большая Зеленина 21. Весной надо сюда приходить. Вот уже за углом станция метро Чкаловская. Чкаловская проспект. Впереди у нас Рыбацкая, Малый проспект Петроградской стороны. Так, наверное, пройдем. Сейчас я посмотрю карту, как нам лучше идти к дворику Нельсона. Чтобы найти его. Так, где улица Ленина? Сейчас я попрошу карты построить мне маршрут. Так, 12 минут идти отсюда, говорит навигатор. Так, и говорит нам идти прямо. Так, давайте я здесь перейду дорогу. Станция метро Чкаловская. Это у нас относится к фиолетовой ветке. Так, здесь нам надо прямо опять бежать. Опять бежать по диагонали. Вот я даже вот так сделаю. Практически по выделенной линии для дорожки для велосипедистов. Здесь перед зданием
ну, перед вестибюлем метро бюст товарищу Чкалову. Вот. Поправил провода. То, знаете, на морозе провода дубеют и дергают телефон. Ну вот тоже, вот скажите, вот дом. Какое-то нагромождение объемов. Абсолютно плоские фасады. Пусть и цветастые, но. И вот вам напротив дома. Это у нас получается все один дом. Сейчас вот не смотрите на эти выбоины. У нас дома, как правило, последние годы очень в массовом таком порядке реставрируются. Предполагаю, что и до Чкаловской тоже дойдет очередь. Да, абсолютно. Просто есть варианты, когда дома, пусть и новостройки, но они хотя бы каким-то образом, как вы правильно сказали, вписываются в окружающую архитектуру, в ансамбль. Но иногда это просто трэш какой-то получается. Впереди тут перекрыта дорога. Там усиленно какие-то подпорки под стену сделаны. Интересно, что с этим домом делают. Вряд ли его сносят. Скорее всего, там какая-то очень серьезная, мощная реставрация. Как нам там впереди пройти, я не совсем сейчас понимаю. Возможно, мы сейчас там во двор сможем зарулить и через двор пройти. А может быть и нет. Но дом точно расселен. Так, что вы пишете? Так, ну пойдем со всеми, что-то обходить. Дом расселен точно. Крыши уже нет. Вот на этой части крыши нет. Здесь просто насквозь все окна. Интересно. Сделана подпорная стена и все перекрытие, все похерено. Интересно, что будет? Здравствуйте. Как? Ух ты, ничего себе. Вы тут следите за мной? Смотрю, да я. Ничего себе, вот это совпадение.
Ну, никакой западни, просто приехал. И как вам? Дать. Вы же отсюда или не отсюда? Нет, я с Вы Перми. точно, Пермяк. Если вас покажу, нет? Ну ничего, пожалуйста. Друзья, вот вы иногда спрашиваете, подходят ли подписчики. Вот мы сейчас абсолютно получается спонтанно. Где? Абсолютно случайно, не сговариваясь, Пермяк соленые уши, подписчик. На Петроградке у метро Чкаловская. Вот. Так что... Так, я уже забыл. Всегда путаюсь. Да. Ладно, не буду вам мешать. Вы не мешаете. Как вам, вот смотрите, у нас тут случайно наткнулись на здание, которое непонятно, то ли его снесут, то ли это такая глобальная реставрация, что там все внутри. Я вот вижу, что новые будут перекрытия, и, возможно, стены, фасад останется прежним. Такое практиковалось, и после войны дома переделывались. Хотя вон какой этот двутавр, швеллер, не знаю, тут скреплен, стягивается, видимо, чтобы стена не отвалилась совсем. Много таких домов, которые переделывались. Деревянные перекрытия менялись на металлические, на бетонные перекрытия. Это все 50-е годы тоже такое было. Не новое. Для нас шок-контент, но не новое. Ну ничего, зато фасад остался. Интересно. Главное, бывает, знаете, когда начинают реставрацию, а потом стена случайно падает. Случайно, в кавычках. И в итоге появляется новое здание. Такая практика тоже случалась. Ладно, спасибо вам. Отлично. Да, спасибо. Интересно. Да, приветы передаем. Так. Интересно, если я сейчас куда-нибудь сюда. Опачки. Ну, давайте погуляем по этим закоулкам. Для кого-то здесь прямо, смотрите, гараж. Может быть, там будет тупик, я не знаю. Может быть, даже, скорее всего, и тупик и будет. Да, тупичок и вход на черную лестницу у кого-то. Вот. Значит, нам в другую арку. Спасибо. А вы не знаете, вот этот дом, что с ним будут делать? Не знаете? Вот дура, я ей кричала, не туда идет, она не слышит, опять напирала. Ну ладно. Не знаю. Не знаете? Его совсем или это реставрация? Ну, совсем-то вряд ли снесут его. Я смотрю, там и перекрытие, и стены, и крышу, все убрали. Не, починят и... Ну, перекрытие, наверное, будут менять хотя бы на, наверное, деревянные. Были на металлические. Наверное. И бетонные перекрытие, ну, и плиты, наверное, сделают Он вместо давно деревянных. такой. Сейчас, подождите. Девушка, вот туда идите. Вот надо какую-то эту табличку приделать. Я вам ору уже, сколько времени. Ладно, мне пора тоже идти. Видите, какие ответственные петербуржцы. Готовые помочь всем и абсолютно безвозмездно. Ну такой апгрейд прямо серьезный, знаете, могли бы просто снести. Ну, с одной стороны. Да, и вот был бы такой. Ну, бабулька самореализуется. Самореализуется. Так, тут у нас что? Надо кнопочку нажать. Чпоньк. И дверка откроется. Ну, за дом она ничего не знает, поэтому там долго с ней стоять, лалакать не было смысла. Так, все-таки подозреваю, что кофейка-то надо взять.
Сейчас я посмотрю, что у нас по донатам было и было ли. Так, сначала я с картой. Ага. Я не туда пошел. Я не туда пошел. Нам надо повернуть налево. Кстати, пройдем мимо рынка. Это у нас доходный дом Шталей называется. Шталей. Цветочная лавка, Бутон. Прикольно, смотрите, такая небольшая пристроечка и цветочная лавка. Доходный дом Шталей. Так, здесь у нас... Я словами ничего говорить не буду, а дальше вы сами поймете или нет, не знаю. Ну, это к вопросу, на кого похоже. Думаю, достаточно. Самое-то главное, что этого дома не видно никаких следов пожара. Потому что я как-то... Ой, запах. Запах вот этой сырости. Сырой звездки, кстати. У нас улица Ижорская. А вот если мы направо бы сейчас пошли, мы выйдем на Большой проспект Петроградской стороны. Сейчас мы как ни странно на Малом должны быть. Так, да, и впереди у нас Приморский колхозный рынок. Ну, или просто Приморский рынок. Итак, это вот те шуточки, когда про большой и малый, что жители Петроградской стороны ходят по большому и по малому, а жители Василеостровский еще и по среднему. Вот мы сейчас идем по малому проспекту. И нам здесь надо дойти до улицы Ленина будет. Так, это же римский полководец. Ну, римский полководец, но типа Цезарь. Цезар. Но кто-то в этом усматривает сходство с другим человеком, с нашим современником. И всячески эту тему педалирует. Так, давайте я немножко включу другую камеру, чтобы более ближе все было. Вот впереди уже вот эти с этими арками. Это Приморский рынок. Когда-то был еще, ну он там существовал еще до революционных времен.
был деревянный, уже в советское время перестроен в колхозный. Такой, состоит из 3 частей одинаковых. В одной из них, в левой, сейчас там едальни, жральни, кухонь мира, так называемый балаган, гастрономическое пространство. Я там уже прогуливался один раз, показывал, так что видео на канале есть, плейлист Петербург гастрономический, посмотрите. Не думаю, что там сильно много что-то изменилось. Смысл-то тот же. Вот, балаган. Посередине там химчистка, а в третьей, в правой самой части, там находится сейчас магазин продуктовый. Так, что, у нас троллейбус Шкода, Советская Ялта. Даже какая-то есть небольшая историческая справка, на что тут все прохудилось и нечитабельное, как будто бы. Вот. Просто стоит здесь для привлечения внимания, но напомним, видите, Ялта-Алушта, вывеска. У нас самая длинная троллейбусная линия, это в Крыму. От Симферополя до Ялты. Целая очередь на вход. Все идут кушать. Там 3 этажа. Там 3 этажа. И вот под крышу, и плюс еще летом обещали сделать террасу. Выход на крышу, там в какой-то кафешке. Но чтобы оценить, как оно было в советские годы, это надо зайти в центральную часть этой химчистки здесь. И там оригинальный потолок сохранился. Вот в третьей части, где супермаркет, там навесной потолок сделан и непонятно. Видите, там такой сеточкой. Нехорошо. Так, у нас такие трамваи сейчас. Троллейбусы, трамваи. Я тут что-то, может, я оговорился. Троллейбусы. Шкода. Так, где-то здесь на углу должна быть рюмочная. Стильно-модная, молодежная. Может, нам не кофейку, а по рюмашке какой-нибудь настойки дернуть. Ой, тут никого нет. Я сюда заходил, когда у них был первый день открытия. И никого нет. Называется карусель. Но вот никого нет. А сколько было понтов, елки-палки. Так, улица Гатчинская. Уютненькая улочка. Узенькая, зеленая. Как видите, очень много деревьев. Уютные. Вот такие улочки мне нравятся. Ну и сам у нас проспект не широкий. Напомню, идем по Малому проспекту Петроградской стороны. Ну, практически от Чкаловской идем к Петроградке. Возвращаемся. Мы на Петроградке сегодня начали, и получается Петроградкой и закончим. Сделаем большой-большой круг. И вот только сейчас я вспомнил, что я опять забыл включить часы, чтобы записывался наш трек сегодняшней прогулки. Трек не выложу, я забыл. Я ехал в метро, помнил и забыл. Ну, в общем, как вспомнил, так и забыл сразу. В одно ухо вылетело, в другое, точнее, залетело, в другое вылетело. Так, это что у нас за улица? Это что у нас? Это что за покемон? Так, нет, это у нас Лахтинская была. И вот Ленина. Нет, подождите, Гатчинская, Лахтинская. Да, это Лахтинская.
О, даже собор есть здесь. Улица Ленина следующая. Я думаю, мы сейчас здесь, может быть, пройдем где-нибудь. Я думаю, знаете, в какой мы можем зайти, в какую парадную? Там, где Елизаровы жили. Вы меня, наверное, спросите, а кто такие Елизаровы? Я вам отвечу. У Ленина была сестра. У сестры был муж. У мужа была фамилия Елизаров. Теперь у вас пасьянс сложился, а я даже подошел просто посмотреть на вот эти шарики, капельки. Ну вот. Ну и, собственно, Ленин, Володя. Ой, там Бретмауэр разрисовали. Это нарисованное на стене. Прикольно. Ну и Володька у Елизаровых как-то прятался. Вот, поэтому... Так, сейчас я найду какой-нибудь двор, через который нам насквозь можно пройти на улицу Ленина. Поэтому улица Ленина и названа там. Улица Ленина. Вот, и на ней... Блин, как это нам тут пройти? Все какие-то скверы непонятные. Виснет, не знаю. У меня не виснет кот-бегемот. Так, я надеюсь, мы все-таки как-то до Большого проспекта доходить нам не придется, и мы все это дело преодолеем насквозь. Вот там вот арка есть. Не видно, вот там арка, надо как-то в нее нам попасть. Вот, и в той квартире, где Елизаровы жили, сейчас музей. И в эту парадную как-то можно попадать. По идее. Так, тут где-то... Вот, арочка, отлично. Значит, мы в эту арку сейчас идем. И насквозь преодолеем. Надеюсь, это не тупиковый двор. Хопа. Нет, не тупиковый. Но лабиринтики еще те, конечно. Ну да, Бретмауэр или Firewall. Бретмауэр это по-немецки, Firewall это по-английски. Огнезащитная стена. Это дабы, если случается пожар в одном здании, каким-то образом оградить соседствующие от перебрасывания огня. Так, ну тут уже по кирпичной кладке было понятно, что это здание советского периода. Вот мы сейчас в парке идем. Так, улица Ленина. Блин. Улица Ленина широкая. Ну давайте, нам придется выйти на Большой проспект. Там на зебре перейти дорогу. Так, а улица, та квартира Елизаровых, она в той стороне в конце получается. Или в начале. Тут уж как бы кому как нравится. Новоленинский сквер
Справа у нас бюст товарищу Ленину. Так, в целом надо побежать, я думаю. Надо побежать. В смысле деревья зеленеют? Это елки. Елки — это вечно зеленые деревья. Какой? У нас еще зима впереди. Снег уже, может быть, ночью опять выпадет. Опять в который раз. Так, ну вот где-то дворик Нельсона уже у нас маячит. И мне очень интересно, как зачистили его или не зачистили. Вот я уже вижу раскрашенные там в арке стены. Да. Ну, двор-то на месте, но насколько он расчищен, интересно. Через арку можно попасть на следующую параллельную улицу. Ну и давайте рассматривать. Свобода Александра. Так, включу широкую камеру. И вот это все сделано руками одного человека. Рисуй свою жизнь. О, ничего себе. Вы посмотрите, что здесь во дворе творится. Здесь раскопки. Здесь фундаменты, замены. Ничего себе. Картины повешены. И вот хотели бы ли вы жить в таком дворе? Скажите. Двор арт-объект. Конечно, что-то и красивое, да, вот что-то вот такое. Что-то найденное на помойке и, пожалуйста, здесь каким-то образом задекорировано. Источник, весть. Чудо-действо. Улыбайся. А сам Нельсон живет здесь. Вот вход в его обиталище. Где туда лесенка. Там подвал. Бюст Ленина. Здравствуйте. А что у вас там происходит? Что такое делают? Да. Вы не отсюда? Я в этом доме жил, но я знаю, тут давно уже ковыряют. Клад ищут, может? Царский. Спросите у Нельсона. Нельсон? Может он ковыряет? А? Может Нельсон ковыряет? Нет, это жилконтора. Спросите у Нельсона. Раньше здесь прям чуть ли не машины побитые стояли. Вот. Бабушка без юмора не поддержала нас.
Кто понял жизнь, тот не торопится. Это, наверное, призыв присесть и не торопиться. Ну вот, друзья, вот хотели бы жить в таком дворе, когда у тебя вот такое. Ну, понятно, что вот я имею в виду без вот этих строительных работ. Мы общались, так можно, знаете, по-хорошему, при желании, можно к нему и зайти, я думаю, постучаться и там оставить какой-нибудь донатик товарищу. Я думаю, он с радостью и чаем напоит, возможно. Но, во-первых, мы гости непрошеные, ну, во-вторых, я не знаю, о чем мне с ним говорить. А вот и все. Так, что, друзья, что пишем? 2 машины были, убрали, да, убрали. В фильме живет такой парень, Леонид Куравлев. Ездил на троллейбусе ЗИЛ, тоже смотрит этот фильм. Так, ну, друзья, все. Основная цель-то выполнена. Дальше двигаюсь к станции метро, ну, получается, Петроградская. Возвращаемся, надо закольцевать. Самое-то, что смешное, здесь, по крайней мере, с Нельсоном ЖКХ не борется. Хотя могли бы это все уже дело закрасить 10 тысяч раз. Возможно, по первости так и делали. Вот. Так, ну давайте выходим на Большой проспект. На Большой проспект или на Малый. По большому или по малому пойдем, друзья? По большому или по малому? Как? У нас улица Полозова, 8. Стоим у дома. Как нам пойти? По большому или по малому? Надо выбрать. Ну давайте, по малому. Пойдем по малому. Да. Пойдем по малому проспекту, я имею в виду. Опять же, гусары, там, не подумайте ничего. Такой вот дворик Нельсона, маленький, но как будто бы атмосферный. Но только как будто. Сейчас по Полозово вернемся на Малый проспект. Лестница номер 1 и квартиры 1, 2, 3, 4, 7, 20 и 21. А это нам о чем говорит? О том, что квартиры делились. Из одной делали 2, а то и 3 могли делать. Но 2 как минимум, потому что у квартиры 2 входа было, да, парадный и черный. Квартира делилась пополам. Кому-то доставалась парадная лестница, кому-то доставалась черная. У тех, у кого парадная, не оказывалась кухня, кухня делалась в другом месте, а у тех, у кого была черная лестница, у тех получалось, что вход на кухню, например. Мог быть на кухню, мог быть в коридор. Тут как повезет. Я разные встречал вариации. Кофе варим. Может быть, Вольчика? Нет, Вольчика не зайду за кофе.
Надо кофейку взять. Я ж так... я не проверил донаты. У нас вообще на кофе-то хватает. Вообще, были ли донаты на кофе? Хочется проверить. Сейчас узнаем. Так вот, панель управления, авторизация. Так, да, донатики были, но мало. На кофе хватит. Так, у нас очередная улица без растительности. Так что Курдоньер еще вспомнил. Архитектура — это классно, Курдоньер. Но про Курдоньер я сегодня уже, по крайней мере, 3 двора Курдоньера показывал. Если вы пропустили вдруг. Вот аноним еще 200. Так, ну точно, сейчас где-то кофе найти. Какой-нибудь именно кофе, чтобы именно варили, а не автомат кофейный автомат, чтобы это делал. Интересные улочки, конечно. Жизнь-то кипит, народ шастает туда-сюда. Впереди у нас улица Плутова и Большой проспект. Большой проспект через 300 метров направо, но нет, нам туда не надо. Интересно, что здесь. Мечта. Давайте даже я сюда зайду. Наверное, друзья. Не знаю, как быстро сделают нам кофеек. Но я, наверное, зайду сюда. Переключу камеру. Ой. Здравствуйте. Очень хочу кофе. И, наверное, флэт. Хорошо. Здесь с собой? С собой. Ну так, чтобы так меня прямо взбодрило, да? Чтобы взбодрило. Ага. Кофейня называется «Мечта». Кофе и булочки. Такой, в принципе, приятный интерьер с бетонным простым потолком, но причем потолок-то исторический. Там такие микросводы. Шик-шик-шик. Так, давайте я пока почитаю чат. Я тут заодно и руку отогрею, потому что у меня прямо дико замерзла рука. Тут Бентли стоит. Старый Бентли. Такой еще не годов из 80-х. Я булочку не взял, я взял только кофеек, как обычно, flat white, чтобы просто покрепче было. Так, была инфа, что...
Так, там сахарочек есть или надо самому? Понял. Шик, 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 помешать будет. Так, все. Ну, я там справлюсь. Как у вас с проходимостью здесь? Сегодня очень хорошо. Да? Да. Просто вроде бы так в сторонке вроде бы, но ладно. Приятно. Так, что мы пишем? Точнее, что вы пишете. Друзья, мы тут на самом деле уже не так далеко от метро. Буду идти медленно. Торопиться нам некуда. Раиса, спасибо. Кстати, конечно, ценообразование на кофе очень странное иногда бывает. Здесь, ну, такое, чуть-чуть выше среднего. Здесь какая-то такая претензия на дизигн. И я так понимаю, булочки не привозные, не какие-нибудь там заморозка несчастная. А сами делают у них прям тут за стенкой производства. Просто я когда проходил мимо, перед тем, как сюда зайти, в окошко видел, где они все это дело производят. Так, надо обратно подключить все свои эти зарядные устройства, зарядные дела. И пойдемте прогуливаться дальше. Так, какие-то скромные люди, стесняющиеся, не хотят заходить. Не знаю, как мне выйти. Не, решили не заходить. Так, мультик Evil. Добрый день, Роман. Привет, привет. Рублей 200, наверное, Игорь. Гена. Гена всех сдал. Так, ладно, переключаю камеру и идем. Сейчас я вас беру и выходим. Хоп, хоп. Ладно, всего доброго. Пока. Так, камера. Оп, вот этот Бентли старенький. Странно, что с левым рулем. Но кожаный салон, там все дела, елки-палки, да. Не знаю, кто стримов боится, не знаю. Вон, ко мне даже бабулька подбежала. Я, конечно, с ней там вот во дворе Нельсона. Вот что, бабка видит, что я хожу, что-то снимаю. Она остановилась, стоит и ждет. Что стоит, что ждет. Я ей здравствуйте, она молчит. Вот этот дом прикольный. Тоже в советские годы. Там 20-е, 30-е. И крыша. На крыше сразу изначально делалась под то, что это будет общественное пространство для инсоляции. Для того, чтобы жители могли туда выходить и инсолироваться. Ну, то бишь, загорать. Бывал тут в одной квартире по случаю. Неплохая, большая, просторная. Неплохая. Так, что вы пишете? Так, я, наверное, зря сейчас подключил пауэрбанки. Меня немножко стесняют провода. Так, я хочу здесь в сквер зайти этого дома. Ну, не этого дома, перед этим домом.
Дом, конечно, выглядит немножко плачевненько, так страшненько, потому что у него не плоские фасады, а, ну, сами видите, такие шершавые как будто, и на них очень хорошо оседают грязь, превращая этот дом из красного в серый. Но вот, видимо, тут леса выставляют, дом будут реставрировать, так что ничего страшного. Так, я провода все-таки отключу. Так. Поварихи у вас есть в Питере? Странный вопрос. Странный вопрос. О, вообще дом скоро заиграет новыми красками. Он весь в лесах. Леса, видимо, только сейчас выставляют. Так что дом будет свеж. Так, господа из Днепра и прочих городов поблизости, сейчас будет памятник для вас. Я так понимаю, Игорь, Геннадий, Раиса, это все с вашей стороны, точнее в вашу сторону. Узнаете ли вы этого человека со спины? Ну, Гена, откуда ж мне знать, кого и как там считает Игорь? Ну вот, господа, узнаете? Тут даже подписано: Т. Шевченко. Вот, и никто ни с кем не борется. Ну, по крайней мере, с памятниками не борется. Никто ничего не сносит. Стоит себе Тарас, никому не мешает. Кстати, вот там закрасили на самом верху, на вот этом вот прямоугольничке сером, было изображено солнце с обложки группы Кино. Да, Тарас Шевченко, да. А у вас там в Одессах Пушкина пытаются сносить. Причем, что вам памятник-то сделал? Непонятно. Ну ладно. Елка еще стоит. Невероятно. До сих пор стоит новогодняя ел. Ой, Милонов-то все знает. Милонов в каждой дырке затычка. Вы чё? Да и Милонов как в Москву уехал, как бы ему там другие проблемы. У него другая борьба.
Вот мы подходим опять к Каменноостровскому проспекту. К станции метро Петроградская. Сделали громаднейший круг. Там уже вот за этим сквером опять река Карповка. Кстати, кто там жил? В доме на Каменноостровский выходит. И двор выходил на Карповку. Черная лестница. Ну, а вот там уже впереди у нас станция метро. Так что сделали кругаля. Я помню, когда Милонов был еще шестеркой у Старовойтовой. Ну, вот видите, где Старовойтова и где Милонов. В честь Милонова сквер назвали? Нет. А в честь Старовойтовой, да. Такой черный юмор, конечно, сорян, если кого-то заделом. Так, а здесь у нас еще памятник. Давайте я подойду до этого памятника. Попов Александр Степанович, изобретатель радио. Окей. Так, и засим, как говорится, дружочки-пирожочки. Пора бы откланяться. 3 часа из отведенных мне 2. Я планировал 2 часа погулять, но видите, у нас на 3 часа все эта история растянулась. Сделали громадный круг по Петроградке. Ой, проводок отпал. Ать. Возьму в руку. Дошли до Чкаловской, прошли Карповку, посмотрели, снесли ли ЛДМ. Ну и так, прочее. Друзья, спасибо всем, кто поддерживает меня, канал, отправляет на донаты на развитие. Я все это в кубышечку складываю, и, возможно, будет апгрейд оборудования. Такой вот наш зимний Петербург. Напомню, сегодня 1 февраля 2025 года. Время день. Гуляем с часу и вот уже до 4. Да, сколько у нас время? 16:05. Значится, так, что вы пишете? Спасибо активным жителям чата: Геннадию, Игорю, Раисе, Василию. Маша подключилась сейчас, последние осененные орлом участвует. Старовойтова не просто умерла, а убили. Да. Ну да ладно. Знаете, и Милонов так-то не молодой мальчик уже. Зайду, наверное, сейчас еще перекушу где-нибудь. Все, давайте, друзья. Спасибо, что погуляли сегодня со мной. Спасибо, кто смотрит в записи. Надеюсь, вы не забудете поставить свой царский лайк и подписаться. Всем привет в YouTube, всем привет в ВК, кто смотрит. Всем громадного. Еще раз спасибо. Прощаемся. Через минуту off.